Порту– один из самых популярных туристических городов Европы. Но спустя 8 лет жизни здесь ты осознаешь, что местная жизнь– это не совсем то, что изображают на туристических открытках. Сегодня я покажу вам город глазами тех, кто здесь живет. Одна моя обычная суббота. Встречаюсь с подругой, сижу в кафе, хожу по магазинам. Это не туристический маршрут, просто обычная жизнь. Для туристов Порту это мосты, прогулки по реке, набережная, портвейн, поиски аутентичной францезини, очереди за паштелками. Меня больше волнует, будет ли сегодня дождь, а он будет. Ждет ли вовремя автобус? Конечно же нет. И будут ли пробки в центре? Ну, естественно, будут. Поэтому я еду на такси. Еду на встречу к Наташе. Мы с ней познакомились, как это часто бывает у иммигрантов, совершенно случайно. Если бы мы обе не переехали в Порту, наши пути никогда бы не пересеклись. Но, слава богу, мы оказались в одной группе изучения португальского. На тех самых курсах, которые правительство предлагает иммигрантам для адаптации. И чтобы срезать путь, мы идем через один из самых странных районов Порту. Это одна из разновидностей Ильяс. Так в Порту называют микроскопическое жилье, которое возникло стихийно в начале прошлого века, когда в город хлынули жители деревень. Они начали перебираться в Порту, потому что здесь массово стали появляться фабрики, текстильные и керамические. Конечно же, они надеялись, что едут за лучшей жизнью, прямо как мы сейчас. Но, кстати, именно этот район, именно эти Ильяс возникли не стихийно. Один предприниматель быстро подсуетился и построил на скорую руку здесь 100 домов для бедных. Но разорился в скором времени. Когда погода вот такая, не солнечная, мы всегда ищем кафе, где будет тепло и сухо. Поверьте мне, нелегко найти в Порту такое место, чтобы там еще было и тихо, и спокойно. Вот лайфхак. В отелях или других заведениях должно быть тепло и тихо. Поэтому мы заходим в кинотеатр. Здесь есть библиотека, фонотека, рабочие места, проходят выставки и, конечно же, есть кафе. Вход свободный, билеты нужно только на вход в кинозалы. Há qualquer coisa para comer, não é? Será saudades, não? Руа Санта-Катарина. Это один из туристических магнитов города, но я обожаю эту улицу. Именно здесь люблю ходить по магазинам. Книжные, посудные, одежда, еда, много чего интересного. Но сегодня мы никуда не пойдем. Идем вниз, а потом вверх к Лерикуш. €10? Это какая-то выставка очередная?
Наташа уезжает домой, а меня манит вон тот магазин с Азулежу. Иду домой и показываю вам красивое. А на этой улице мы жили первые 3 недели, когда переехали в Португалию. Вот здесь была реплика интерпретация Шагала. Хорошо, что я ее сфотографировала. Вот это были наши окна. Сажусь в автобус, еду домой. Спасибо, что досмотрели до конца. Дайте знать, если вам все понравилось. Я сниму еще больше прогулок, рассказов о спорте других интересных мест. Ну или о том, как и зачем мы здесь оказались. В общем, пишите, лайкайте, можете даже подписаться. Пока-пока.